Приветствую всех, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодня мы с вами сделаем общий расклад Таро по вариантам на тему бумерангов. Настраивайтесь на себя, на своего обидчика, может быть, на какую-то конфликтную ситуацию, и вы посмотрите, как ваш обидчик ответит за причиненную вам дискомфорт, боль, страдания, магию, неудобства в личной жизни. Будет 4 варианта для того, чтобы сегодня вам поработать. Вы можете загадать одного конкретного человека на какой-то одной колоде, можете выбрать 2 колоды, можете выбрать по ситуации. Можете прослушать все 4, а можете к одной колоде прикрепить одного человека, к другой и другого, и так далее. 4 колоды по рубашке, но я буду описывать еще ситуацию, поэтому вы можете узнать по своей ситуации. Итак, начнем с классической колоды. Настройтесь на конкретного человека и давайте посмотрим, как ваш обидчик ответит за причиненные вам неприятности, боль, страдания, ну и, может быть, какие-то жизненные трудности. Давайте смотреть. Ну, заглянем сперва в предысторию, да. Здесь с кем-то судитесь. Судитесь, потом это будет, может быть, муж и жена, то есть это законный либо брак, либо какие-то контракты, договора, то есть либо суд, либо брак. Ну, у вас был с кем-то либо договор, либо союз, понимаете, да. Это повлияло на вашу перспективу. И посмотрим, может быть, здесь мужчина повернулся к вам спиной, ну, например, к жене муж, да, ушел муж, такое тут может быть. Но опять-таки, смотрите, по бизнесу здесь могут сохраняться мотивы бизнеса, да, то есть судитесь, да, и это влияет на вашу работу, бизнес, да, вот такое. Больше, конечно же, это связано с мужем и с отношениями. Этот человек повлиял на мужа, на отношения. На мужа, на отношения, на детей, на вашего ребенка. Ну, скорее всего, здесь муж отдалился. И кто это может быть? Ну, естественно, если муж, то это может быть сама соперница, да? Женщина, от которой он ушел. Или, ну, сам муж, да, сам мужчина. Мужчина здесь, ну, может быть любой стихии. Весы, огненные стихии, рыба, особенно рыба. Ну, здесь, смотрите, у вас, как у женщины, если вы с точки зрения женщины смотрите, может быть новый партнер. Соответственно, смотрите, здесь прослеживается в ситуации 2 конфликтных линейки. Одна с мужем, скорее всего, который отдалился и ушел, например, в другую семью. Ну, это повлияло, естественно, на вас, на ваших детей, если есть, и на ваше будущее. Вам придется как бы искать в связи с этим нового партнера. И на суд, например, там, с какой-то структурой, с государственной, негосударственной. Это тоже влияет на ваш бизнес, ну и в том числе, опять-таки, и на бизнес, и на отношения. Здесь отношения, а здесь бизнес. То есть прослеживаются 2 линейки. Кто это, вы сами здесь знаете. Либо это муж, либо это ваши оппоненты по суду, либо соперница. Давайте смотреть, как ваш обидчик, да, ответит за боль и страдания. Как ваш обидчик ответит за боль и страдания? Ну, давайте здесь выделим бизнес-партнеров, если вы ссоритесь, да, с бизнес-партнером. Именно с бизнес-партнером.
отметим мужа, именно самого мужчину, ну, как бы любимого человека, если в этой истории таковые есть. И отметим соперницу, то есть 3 ветки бумеранга. Да? Итак, бизнес-партнеры, если вы с ними судитесь, они не правы, да? А они проиграют, скорее всего, либо в суде с вами, либо в конечном итоге их бизнес ждет поражение и упадничество. То есть они разорятся и потерпят крах. Что будет с мужем именно, да, или с мужчиной, который повернулся к вам спиной, да, вот так. С мужчиной, который повернулся к вам спиной, его предадут. То есть у него нарушенный договор. Ну, то есть, соответственно, если он с вами был, в официальном браке, то там его просто ему как воткнут нож в спину, да, условно говоря. Ну и соперница, соперник мужчины, могут смотреть на соперника. Ну и здесь он попадет под влияние человека, соперница, да, или соперник, который будет его унижать. Он будет унижен, давайте так скажем. Этот человек будет унижен, и ему придется вот прогибаться, подставлять там спину, да, то есть, сгибать спину и быть зависимым. Вот так вот. Вот такая вот ситуация у вас по первой сюжетной линии. И здесь мы видим сразу 3 обидчика, да, 3 бумеранга. Позиция номер 2. И, друзья, пока я перемешиваю карты, вы можете подписаться на канал, написать в комментарии, на какие темы вы бы еще хотели бы короткие расклады по вариантам. Я иногда провожу потоковые чтения, иногда вариантные расклады. И вот именно вы попали на такой расклад по вариантам. Итак, сюжетная линия 2. Да? Давайте смотреть. Уверен, что вы уже настроились. Давайте открывать. Так, но это было уже так давно. Это что-то уж прямо, может быть, вы уже это и забыли, да, звездочет. Хотя вы, может быть, забыли, а кто-то не забыл. С другой стороны, мог обидчик уже забыть, а вы все еще помните. Тут уже, смотрите, у вас есть такой обидчик, которого вы забыли. Вот поставьте на паузу и повспоминайте, есть такое или нет. И наоборот, какого обидчика вы хорошо помните, очень долго помните, да, он уже мог забыть. Так, тут вас, знаете, тут что-то связано либо с вашим ребенком, либо с вашей мамой, либо если вы были ребенком. То есть это могло быть так давно, когда вы были еще очень слабым человеком, или если вы женщина, например, в тот период, когда вы родили ребенка. Соответственно, это мог быть тот, кто был рядом с вами тогда, тот, который касался вас как ребенка, если вы ребенок были, или касался вас и ребенка, когда вы были в каком-то таком уязвимом состоянии. Да? Кто угодно может быть. Может ли это быть какой-то родитель ваш? В принципе, да, и не у всех с мамой хорошие отношения складывались. Да? Мамы не всегда хороши, да, с собой. Так, вода. Смотрите, здесь очень сильно связано что-то с родами, с родителями, особенно с мамой. Здесь может работать негативная родовая программа. Опять-таки, мы здесь не делаем сегодня диагностику на наличие негатива по родовым программам, но она здесь идет как мотив. И, например, ваша мама, как человек, который несет вам какой-то негатив со своим
ну, условно говоря, ДНК, да, и вы это отыгрываете, например, в личной жизни, в отношениях, имея какой-то свой характер, как-то эмоционально проявляясь, да, то есть вы можете страдать из-за этого, да. Пока вижу мотив отношений родителя с ребенком, может быть, очень прошлых, давних отношений с родителем вашего ребенка. Опять-таки, ну, может ли мама быть, да, но может ли это быть муж? Ну, если он там уж прям такой большой специалист в чем-то был или считал себя таковым, ну, может быть, да, если у вас от него дети. Так, смотрите, здесь вашим обидчиком может быть мама, если у вас программа одиночества. Вашим обидчиком может быть муж, если у вас есть дети, если вы разошлись на эмоциях, и теперь после него вы долго не можете найти себе партнера, счастья, если вы его забыть не можете. Ну, если вы мужчина, да, точно так же вы не можете женщину встретить, да, для отношений, наладить отношения. Здесь эмоционально вы, ну, в каком-то таком, давайте это назовем состояние прострации, да, эмоциональной прострации, или наоборот очень сильно волнуетесь, да. Ну и последняя карта. Здесь какой-то сюжет мистики, да. В чем этот сюжет мистики? Этот сюжет мистики заключается в том, что, скорее всего, речь идет о сложных отношениях между родителями и ребенком. Речь может идти о негативной родовой программе, где вы не понимаете, кто вас обидел и за что. Речь идет, может быть, о вашей судьбе, где вы, может быть, проживаете линии одиночества, разочарования в жизни, отношения мужчины и женщины, отца и дочери в том числе, и какой-то матери, отвергнутой матери, вот такое вот. Кто это? Кто ваш обидчик? Родители или партнер, от которого у вас есть дети, или этих детей нету, но они как бы и должны были бы быть. Все это в сюжете мистики проявляется. Хорошо, давайте посмотрим, как ваш обидчик ответит за причиненные вам боль и страдания. Здесь давайте так. Я вижу здесь два обидчика. Мужского рода, мужского пола и женского пола. Мужской пол будет здесь, а женский пол будет здесь. Ну, то есть, если это женщина, например, родовая программа матери, а мужчина, ну, это или отец, или как бы сценарий какой-то, или тот человек, который запустил сценарий, где вы в одиночестве, и вокруг вас какая-то мистика. Мужчина и мужской уровень. Знаете, здесь мужчина предавался каким-то плотским утехам, и он от этих плотских утех будет страдать. Может быть, он тогда и страдал, и предавался в прошлом, и теперь у вас этих плотских утех как бы не хватает, и вы не чувствуете себя умеющим человеком наслаждаться жизнью. То есть у вас нету партнера, а у мужчины они были. Но этот человек лишится наслаждения в жизни, и его жизнь превратится в страдания. Да? Ну, а по женщине здесь амбивалентность. Ну, амбивалентность – это какие-то психические отклонения и нестабильная психика. То есть, ну, что-то с психикой может быть. Скорее всего, какие-то умственные, интеллектуальные отклонения, слабоумие или заболевания психического характера. Ну, вот такой вот момент. Следующий сценарий, следующий у нас, следующий обидчик, так называемый. Да? Позиция номер 3. Давайте смотреть.
на что похожа ваша конфликтная ситуация. По времени у нас еще есть немножко времени. Ну, мы немножечко добавим времени, естественно. Так, прошлое, недавнее прошлое, настоящее, ближайшее будущее и дальнее будущее. Итак, с чего все началось? Началось все с затмения. Ну, тут сценарии могут быть разные. Это может быть как магия, ну, от магии, да, какой-то. Может быть, это началось все в период затмений, может быть, началось с черной полосы или с какой-то непонятной ситуации. Лотос часто символизирует мужчину. Может быть, поссорились с мужчиной, может быть, ну, какие-то конфликты, разлады с мужчиной. Испорченные отношения с мужчиной. Затмение, мужчина, письмо, да, контакты. Ангел-хранитель. Ну, здесь смотрите, вы вынуждены были, ну, как бы действовать, да, или идти куда-то, да, то есть вас как будто бы либо бросили, либо вытеснили, либо направили куда-то, либо куда-то послали, да, вот так вот. Ну, опять-таки, отношения с мужчиной, и вы куда-то идете с ангелом-хранителем. Здесь такое, как будто бы, знаете, может быть, вы вынуждены были просто уйти, бросить. Вряд ли здесь вас кто-то бросил. Это вы скорее пошли куда-то, да, либо сами, либо вас послали, да. Ну и ссора. То есть вы, ну, самое простое, это вы разошлись, ушли по своей инициативе, вас послали, ну, на втором месте, и поссорились, да, с мужчиной. Может ли быть соперница? Может быть соперница. Но, опять-таки, соперница, если есть, она, скорее всего, по вам бьет до сих пор, и вы это, может быть, как-то чувствуете. То есть, ну, не обязательно она на вас магичит, да, это не обязательно. Она может вам как-то палки в колеса ставить на вашем пути. Вы, ну, как бы выгребаете из ситуации, да, выходите только благодаря тому, что у вас либо есть защита, либо очень сильный ангел-хранитель есть, да. Поэтому первый обидчик – это ваш мужчина, и второй обидчик – это соперница, если он ушел к сопернице. Тут уже смотрите сами. Если здесь сюжеты магии, да, затмение, но оно больше играет все-таки роль конфликта как такового. Да? Итак, что будет с мужчиной, который вас обидел? Знаете, с этим мужчиной может быть все как хорошо, так и плохо. Он уже раз оступился и как бы не упал. Но если он продолжит в таком же духе, то он оступится и, потеряя равновесие, упадет упадет в пропасть. И в лучшем случае, если останется жив, то может поломать себя, да, поломать себе жизнь и жизнь другим. То есть у него риски эти есть. То есть это не обязательно будет. Это может быть, а может не быть. 50 на 50. То есть все зависит от того, насколько он будет балансировать. Ошибку одну допустил, но вторую ему уже как бы судьба не простит. То есть не факт, что с ним будет все плохо. А вот если у вас есть обидчица, соперница, женщина, особенно мужчины, если гадают, да, вот бывает такое, мужчина уходит, а жена там начинает проклинать, например, магичить или там через тещу, например, доставать. Ну, короче, ситуации жизненные разные бывают. Вот женщина. А вот женщине тоже ключ есть. И у этой женщины, она, смотрите, у нее наоборот появляется больше полномочий, больше возможностей, и у нее ключ в расширении границ. Соответственно, у каждого из них появляется шанс на что-то большее, и если они будут с умом, да, подходить к своей жизни, сделав какие-то выводы, да,
проанализировав то, что произошло и как с ними поступили высшие силы, то эти люди, наоборот, могут преуспеть. И, внимание, ваша соперница, кто бы вы ни были, женщина или мужчина, эта женщина, наоборот, имеет над вами еще большие полномочия, поэтому будьте осторожны. Ее возможности вам навредить, наоборот, увеличиваются. Вместо того, чтобы сократиться, и вместо того, чтобы она начала как бы от вас отступать. Но вы пока что только благодаря своему ангелу-хранителю, защите или вашей энергетике вы еще пока что ни под влиянием мужчины, ни под влиянием женщины. Услышали. И этот мужчина, если ушел к этой женщине, то он во многом от нее будет зависеть, а ее власть будет только разрастаться. Ну, вот так вот. Ну что же, последняя, точнее, ситуация, последняя сюжетная линия. Давайте смотреть. Так, мы сюда ее вот так оставим. Итак, настройтесь на последнюю сюжетную линию. Как ваш обидчик ответит за причиненные вам боль, страдания, дискомфорт, магию, какие-либо манипуляции в вашу сторону физического или энергетического характера. Начнем с прошлого. Четверка жезлов касается семьи. Ситуация, да, это была, скорее всего, в вашей семье. Это может быть ваш муж, жена, папа, мама, брат, сестра. Слышите, да? Это могут быть и ваши родственники, да? Это что-то в роду. Так, в вашем роду шестерка пентаклей. В вашем роду вы что-то не поделили. Деньги, имущество. То есть это вот именно в материальном. Ну, не поделили. Часто так бывает. Брат с сестрой могут не поделить что-то там. Квартиру, например, да, деньги, завещание, любое имущество, да. Император. Имущество, неразделенное имущество в семье. Но, смотрите, опять-таки с мужем могли не поделить имущество. Так, здесь девятка кубков. Здесь еще вторая сюжетная линия в эту сюжетную линию вплетается. Мужчина ушел и забрал себе все. Или пытается уйти и забрать себе все, в том числе детей. Такое часто бывает. Ну и последнее. Королева мечей. Здесь, смотрите, здесь развод, королева мечей. Да? Развелись, разошлись. То есть, первое. Брат с сестрой что-то не поделили, мужчина с женщиной. Не поделили имущество. Имущество, скорее всего, отцовское. Больше отцовское, чем материнское, император в середине. И мужчина ушел к другой женщине. Мужчина ушел, забирает все. Вот такое вот. Неразделенное имущество. Кого мы здесь видим? Мы здесь видим, как минимум двух человек, опять-таки. Давайте так. Конечно, здесь могут быть трое. Здесь могут быть трое. Здесь могут быть трое, видите. Но мы посмотрим, как ответит за зло мужчина, который эгоист и думает только о себе, забирает себе все. И женщина, если она к этому причастна. Мужчинам тоже будет интересно посмотреть. Если вы с точки зрения женщины смотрите, будьте осторожны. Иногда и бумеранг летит и вам, потому что вы взаимодействуете. Можете посмотреть, чего вам опасаться, да, как женщине, и чего вам как мужчине. Так тоже можно смотреть. Итак, не разделили имущество и мужчина, который вам доставал вас. Но и здесь темная материя, опустошение и банкротство. То есть он, скорее всего, либо потеряет то, что нашел, обрел, то, что забрал, да, он может потерять. Либо потеряет гораздо больше, чем забрал. То есть его ждет банкротство. Да, видите, вот оно имущество. Вот он стремится к этому императору, а получит пустые сундуки.
То есть, ну, я не скажу, что он прям бомжевать будет, но богатым он не будет. Риски того, что он, ну, как минимум там будет опускаться на дно, может быть, даже сопьется, потому что тут все-таки 9 кубков, а под 9 кубков у нас падает пустая бутылка. Ну, это может и спиться, да. Ну, а вот эта женщина, у нее темная материя тоже, да. И здесь корыстолюбие и взяточничество. Смотрите, здесь риски того, что эту женщину как бы могут поймать на горячем за руку, да. То есть она будет делать что-то плохое, а ее за это, ну, например, поймают за взятку, или она обожгется там, где любит хватать что-то, да. То есть они оба борются за материю, но от материи же будут страдать, по сути, да, то есть создают такой сильный избыточный потенциал, что потеряют там, где обретают. Давайте вам совет, просто вам совет, лично вам, если вам интересно здесь. И здесь темная жрица или, ну, как дурное предсказание идет. Здесь эта жрица, она больше о вашей интуиции. И здесь совет высших сил: прислушайтесь к своей интуиции. Если чувствуете, что тот или иной человек при разделе имущества оказывает на вас не только физическое воздействие, но и воздействие энергетического характера, постарайтесь защитить себя от, возможно, сглаза или порчи, которая может быть от них на енергетичному уровні. Світла вам та вашому всесвітові. Побачимось, почуємось. До зустрічі. Па-па.